Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. И сегодня у нас на обзоре интересное основание от фирмы Инхе, HIT, как говорится, Инхе T4S. С трудом выговорил Сергей. Очень сложное название. Ну, что интересно, что сразу бросается в глаза, когда ты его берешь, что здесь аж 9 слоев, из них 4 карбона. Интересно. То есть, мне кажется, это априори должно быть очень быстрое основание. Слушай, вы видите, немножко побит Сергей лицо. Я тоже, видишь, так выбираю слова. Дело в том, что встретили его фанаты одной фирмы, и он рассказывал в своем видео, как я от тебя, видишь, он рассказывал в своем видео, что это класс OFF+, все, но путем кулаков, да, фанаты доказали Сергею, что это OFF-. И Сергей согласился. Вы знаете, даже это не связано. Я действительно думаю, что там скорее OFF-. Да, мне эта мысль пришла лежа в луже. Да, ну хорошо, вернемся. Действительно ли есть возможность у Сергея 4 карбона? Возможно, ты сейчас будешь тестировать самое быстрое основание, которое только ты играл, касался таким количеством. Были же там и лонг от Малонга, да, которым он играет. Ну, что столько не было. И различные там... Я слышал, есть и 8, и 16 карбоновые слои. Это идут разработки, да, действительно. Есть основания в Китае 1 карбон, и просто добавили деревянную ручку. Ну, что не пойдешь ради скорости и мощности, вот. Сергей, а на чем будем тестировать? И первое впечатление вот ты взял в руки. Да, ну тестировать будем справа, поставим Big Dipper 4, 38 градусов, а слева Tipher Evolution MXP. А первое впечатление, мне нравится коралловая вот эта вставочка. А что по весу, как тебе это станет? Ну, вес классический, сколько тут грамм? 82. Ну, и я отмечу тоже, я ручку так держал в руках, вот, потому что будем тестировать и на шипах после гладки. Ну, довольно удобно, так хорошо. Ну что, попробуем накаты и топ-спины. Пробуем. Сергей, ну, начнем. Что с Big Dipper? Вот Big Dipper, липучка, гибрид на этом основании. Ну, Big Dipper летит, по-моему, просто как Евротензор, у меня такое ощущение. Отскакивает, как будто бы здесь Tenergy 0.5, и совершенно не чувствуется липкость и жесткость Big Dipper. То есть, действительно, очень быстрое основание, даже побаиваешься этой скорости, этой мощи у себя. Ну, что тогда говорит за Евротензор? Как ну, он тут там? и нечего говорить, просто вылетает как пушка. Сергей, ну, насколько, наверное, ты знаешь, а я напомню любителям и спортсменам настольного тенниса, что чем быстрее основание, тем ближе надо играть к столу или к сетке. Вот. Почему? Потому что быстрое основание делается очень короткие движения. Короткой кистью сыграл, и мяч полетел. А когда уже размашистые, большие замахи, тут надо основание ставить в умеренной скорости. Почему защитники, например, играют в дальней зоне и имеют самое медленное основание?
Вот. Что относительно этого, Сергей? Вот как вот ты вращал тензором этим, вот вложить мощь. бигдипером получалось вложить мощь. Ты как бы... получалось. Евротензором тяжеловато, потому что и так скорость основания, плюс еще этот катапультирующий эффект тензора, и ты больше пытаешься справиться с ракеткой, чем вкладываешь мощность. То есть ты боялся усилить, потому что мяч улетит. Да, ты боишься усилить, и тебе бам-бам-бам. Понятно. А я по этому поводу скажу вот что. Из игроков, кто играет таким быстрым основанием вот, в мировой десятке, это Джун Мизутани. Ты можешь успокоиться. Джун Мизутани. Посмотрите на его технику возле стола, такие короткие движения он делает, затем отходит уже более размашистым. И обратите внимание также на его физическую форму. Такой маленький, щупленький японец, да, а мяч летит, ну, мы с Сергеем вблизи видели его на чемпионате мира, очень-очень плотно. Да. Вот, поэтому тоже для такого плана игроков, что начинают играть со стола, как и Джун, а затем могут отойти и еще в дальней зоне откручиваться, отбрыкиваться. Поэтому если вы играете как Джун и не хотите брать основания за 12 тысяч, за 300 евро. То есть ты уже вот так вот сразу делаешь... Кстати, а сколько оно стоит вообще? Ну вот оно стоит порядка $30-40. Попробуем игру по вращению. Я поподрезаю и понакручиваю, понабрасываю. Посмотрим, как Сергей справится с этим контролем, и евротензором, и гибридом. Смотрим. Сергей, мне непривычно было видеть игрока Суперлиги, который, первые мячи ты просто шпулял в борты, метр за стол. Что происходило вообще справа, слева? Вы знаете, не составляет труда этим основанием сыграть за стол. Почему это? Потому что ты пытаешься играть так, как ты играешь обычным, своим медленным оффплюсом карбоновым. И мяч летит за стол, а потом ты начинаешь играть больше вперед, и тебе кажется, что мяч будет попадать в сетку, но нет, именно туда, куда нужно летит мяч. То есть короткие такие движения вперед, не надо замах вниз, все направляет, все да, это. коротко и вперед. Ну так это ж как техника Харимота. Да, действительно. Так может быть, ты здесь мне доказываешь, я как тренер считаю, что чтобы учиться технике, все-таки надо ставить медленные накладки, основания, чтобы прочувствовать все эти движения. А Сергей вот уже 5 минут мне доказывает, что надо ставить именно такие базуки. Почему, Сергей? Надо идти от обратного. Сначала ставите очень быстро, ничего не попадаете,
А потом статья более медленная, и все, вы бог. Интересно, интересное предложение. Наверное, по этой системе ты рассказываешь, что тренируется сам Харимото, да? То есть у него с детства ставят сразу в 5 плюсов. Ну, так как карбоновое основание, которое просто с деревянной ручкой. Хорошо, сейчас поставим шипы, и я сам разберу, что это за зверь. Вот. Направо поставим Uranus Pro, новую разработку от фирмы Enhe. Ну а налево старый добрый Aggressor Pro в толщине 1,5, средние шипы. И посмотрим, как они играют. Звучат. Звучит ли шип на этом основании? Вот в чем вопрос. Как, Максим? Короткие шипы Uranus Pro с насечками, широкие, быстрые. Ты знаешь, Сергей, мне было очень комфортно играть, я взял, и, как ты видишь, ну, практически такое ощущение, что я играл своим основанием, бальзовым. Вот. То есть такое ощущение, что здесь бальзовый слой, да? А вот и нет. Я имел в виду по скорости, а ощущения совершенно разные. Все-таки 4 карбона, толщина этого основания стандартная. Все-таки бальзовая не более, ну, толще, скажем так, основания. А здесь получается немного вибраций. Вот эти 4 карбона позволяют набирать довольно высокую скорость. Хороший контроль, ну, для такой скорости, ты посмотри, там и блоки комфортно было, и контур удара, начало по подрезке, ну, я в полном восторге, честно говоря. То есть я бы советовал, вот если там короткие шипы справа, вам нужен удар, ну, наверное... В стиле Фалька. В стиле Фалька это, ну, очень-очень хорошо пойдет, Т4С. Вот, поэтому тем интереснее, Сергей, попробовать вот эти 4 карбона на Aggressor Pro. Вот, средние шипы, 1,5 толщина. Мне кажется, вот здесь, вот как оно будет. Сейчас понакатываем, ты снова повращаешь, я начинаю по подрезке и... Мне кажется, вот здесь будет любопытно. Просто короткие шипы, ну просто это не то, что твои там младенькие. Итак, смотрим.
Опять это неприятный мяч летит от этого агрессора. Уже устал. Да, помучил немножко Сергея. Мне, конечно, было очень комфортно играть. То есть, если вы играете шипами со стола в скорость, в такие агрессивные блоки, давление, то это основание, безусловно, для вас подойдет. Я думаю, для всех видов шипов, и коротких, и длинных. В интернете, да, написано, что длинный окс, если поставить, то есть, ну, тут не надо большие губки, надо поставить где-то там вот миллиметр, полтора, ну, в зависимости от скорости шипов. Потому что основание даст скорость и, ну, интересный, во-первых, звук такой для любителей слуховых оснований, я думаю. Может понравиться, да, может нет, но кто знает. Ну, звук необычный. Вот, мне был приятный. Ну, было комфортное такое ощущение, что я играл традиционным классическим таким бальзовым основанием, а оно тонкое, большая чувствительность у него по сравнению с бальзовыми основаниями. Вот, поэтому по шипам, наверное... Стоит задуматься. Да, стоит задуматься. Из 5 баллов 5, ну это просто... Мне очень понравилось. Переходим к выводам. Подведем итоги. Иногда в процессе своей деятельности я получаю звонки от любителей, которые говорят: Максим, помоги мне достать самое быстрое основание. Ну, я советую какие-то основания, они говорят, мы уже пробовали, они медленные. И вот наконец-то я с радостью могу посоветовать этот танк, да, Т4С. То есть думаю, причем могу сказать, найдете быстрее, звоните. Возвращаем деньги. Да. Сергей, ну что, для кого подойдет все-таки этот снаряд? Ну, помимо новичков, безусловно... Новичков-японцев по фамилии Харимото. Безусловно, это современная прогрессивная игра короткими движениями у стола. Мощно, даже не мощно, а быстро. Ты знаешь, я сразу представил короткие движения у стола, то есть это, по сути дела, срезал, подставил, так что ли? От блока летит большая скорость, короткое движение. Можно и так. Для всех любителей блоков. Да. Ну, что еще отметить, Сергей? Ну, во-первых, я тебе скажу, вот я поиграл шипами, шипы, безусловно, становятся вообще просто, я в таком восторге, я не заметил, наверное, разницу, ну, я уже говорил, да. Сама вот ручка довольно качественно сделана, вот это не тяжелая, хорошо сидит в руках, все так, да, это расцветка, то есть, ну, неплохо было. А ты еще отметишь, какую еще особенность? Ну, опять же, оно стоит $40. Я думаю, это самое быстрое основание. Это, во-первых, вообще, по-моему, самое быстрое основание, еще и в этом ценовом сегменте вообще очень сложно. Поэтому в своем роде это уникальная вещь. То есть вам нужна скорость, и в то же время вы не хотите за сколько? За $400 покупать Джуна Мизутани основание, ну и Джуна тоже. И, да, и вполне можно поэкспериментировать, взяв эту доску. Вот что будет, если будет сильно-сильно большой отскок? 4 карбона. Поэтому играйте в теннис, экспериментируйте, и, возможно, для кого-то из вас подойдет это основание, и вы одержите им не одну победу. С вами были Сергей Барановский И Максим Черепнин. До новых встреч. Так как гибриды становятся как влитые, чему вы об этом не сказали ничего. Ну да, ты же сам отмечал, что Big Dipper ты поставил, любая липучка за $10 ставишь, играет как Tennis G05. Это же, по сути дела,